Как шифровать с швейцарской точностью? Здравствуйте, меня зовут Егор Ефремов, я исследователь Музея криптографии, и с вами «Механическое сердце» — блог о самых первых, самых стойких, самых странных шифровальных машинах и других устройствах из коллекции Музея криптографии. И сегодня с нами швейцарская шифровальная машина NEMO, разработанная во время Второй мировой войны на основе знаменитой Enigma. Как и пишущая машинка, NEMO обладает клавиатурой. Но вместо того, чтобы печатать наши сообщения на бумаге, NEMO зажигает лампочку на ламповой панели. Причем, если мы нажимаем на одну и ту же букву несколько раз подряд, у нас всегда будут зажигаться разные лампочки. Происходит это за счет того, что каждый раз, когда мы нажимаем на клавишу, один или несколько шифровальных дисков совершают шаг, и способ замены букв меняется. NEMO относится к дисковым шифровальным машинам, или, как их называют в западной традиции, роторным машинам. Сердцем таких машин является шифровальный диск. Давайте посмотрим, как он устроен. Сердцем дисковых шифровальных машин являются шифровальные диски. Вот такие вот детали, напоминающие шестеренки, у которых с одной и с другой стороны находятся 26 контактов. Каждый контакт связан с каким-то другим контактом на другой стороне проводами внутри в перепутанном порядке. Когда мы нажимаем на какую-то клавишу, ток проходит через один из контактов и выходит из другого контакта с другой стороны. Происходит замена букв. И за счет того, что в процессе шифрования после каждой буквы один или несколько дисков совершают шаг, правило замены букв каждый раз меняется, и шифрование оказывается гораздо более стойким. Дисковые шифровальные машины появились во время Первой мировой войны и достигли расцвета в период Второй мировой. Самой знаменитой машиной такого типа была немецкая Enigma, над взломом которой трудились лучшие умы союзников. В 1938 году немцы продали Швейцарии лицензию на устаревшую модель Enigma, которой сами уже не пользовались. И во время войны швейцарская разведка установила, что зашифрованные этой машиной сообщения умеют взламывать как британцы и французы, так и сами немцы. Тогда перед швейцарскими учеными из Бернского университета поставили задачу разработать более стойкую версию Enigma. Первый прототип машины был представлен в 1944 году, но до конца войны серийное производство запустить не успели. Первая партия NEMO была произведена только в 1946 году. Всего таких шифровальных машин было выпущено 640, из них 100 отошли Министерству иностранных дел, а остальные — Министерству обороны. 220 из них были переоборудованы в учебные машины, остальные 320 стали боевыми, резервными, которые хранились на случай военного положения. В коллекции нашего музея единственная в России публично представленная боевая машина, и у нее на крышке наклейка, простите за мой французский, «Ne délivrer qu'en cas de mobilisation de guerre», то есть использовать только в случае мобилизации на войну. Она продублирована на 3 языках, на итальянском, французском и немецком, так как в Швейцарии говорят на всех 3 языках. Представим, что мы с вами швейцарские шифровальщики, и мы получили сообщение CNN-ON-XS. Что нам нужно для того, чтобы расшифровать сообщение при помощи этой шифровальной машины? Для начала нам нужно знать ключи. Ключ — это секретный параметр алгоритма шифрования. Он может быть и потоком цифр, двоичным кодом, и может быть физической какой-то конструкцией. В случае с NEMO ключом является настройка шифровальных дисков.
И ключ состоит из двух частей. Это дневной ключ и разовый ключ. Дневной ключ — это порядок дисков. Если мы посмотрим на Nemo, дисков у нее будет 10, но из них шифруют на самом деле только 4. А остальные диски управляют их шагом. Первый диск, который находится на оси, это рефлектор. Рефлектор отражает ток, который входит в один из его контактов, в какой-то из других контактов. Шифрующие диски состоят из двух частей, составляются из двух дисков. Один зашифровывает, а второй управляет его неравномерным шагом. Ключ Nemo состоит из букв и цифр, например, D12, C14, F13 и так далее. Давайте найдем D12. И последний диск, он выделен красным цветом. Это диск, который зацепляет все остальные диски, заставляет их шагать. Сначала мы устанавливаем шаговое колесо. И затем комплект наших шифровальных дисков. После установки шифровальных дисков нам нужно ввести в эти диски разовый ключ. Разовый ключ для каждого нового сообщения будет новым, и он в зашифрованном виде передается вместе с самим сообщением. Обычно для разового ключа выбирается какая-то случайная последовательность букв, но в нашем примере мы используем слово cryptology, криптология. Мы ввели ключ, и теперь мы готовы приступить к расшифрованию сообщения, которое нам передали. Для этого нам достаточно обнулить счетчик букв введенных, выбрать источник питания. Машинка может работать как от внешнего аккумулятора, так и от внутренней батареи и даже от сети. Кроме этого, у нее был стандартный разъем для 4-вольтовой батарейки. Ее можно было установить сюда. Или можно было просто прикрутить сюда два провода, например, к автомобильному аккумулятору. На случай, если вы оказывались в доме, в котором нету розеток, но есть электричество, есть освещение, в комплекте шел вот такой вот переходник, который можно было вкрутить в цоколь обычной лампочки. Итак, посмотрим, что у нас за сообщение. CNM, ON, XC. Начинаем печатать. C, N. Здесь у нас начинаем выписывать буквы, которые у нас забираются. H, A. Дальше еще раз N. Превращается в букву G. O превращается в букву E. N превращается в L. X превращается в I. И C превращается в N. Получается Хагелен. Хагелен — это фамилия другого знаменитого швейцарского производителя криптографической техники, выходца из Российской империи, которому будет посвящено сразу два наших будущих выпуска. Для того, чтобы зашифровать сообщение, нам нужно проделать все те же самые операции, и процесс зашифрования и расшифрования симметричен. Нам не нужно переключать никаких рычагов, то есть если мы при зашифровании получили букву N из буквы S, то если бы мы нажали на букву N, у нас здесь бы загорелась буква S. У Nemo был также еще один необычный разъем, который предназначался для подключения к электрической пишущей машинке или телетайпу. Это позволяло напрямую отправлять сообщения, зашифрованные на Nemo, подключив ее к телеграфной сети. Этот разъем расположен здесь, и у него был еще один неожиданный плюс. К нему можно было подключить ламповую панель.
Ламповая панель была нужна для того, чтобы можно было вывести прием сообщения какому-то отдельному человеку, чтобы сам шифровальщик не видел, какие лампочки загораются на ламповой панели, а это видел, например, только командующий офицер. Для того, чтобы подключить ламповую панель, в самом корпусе хранился еще один кабель. Шифровальная машина NEMO интересна тем, что это одна из первых машин в истории, главную роль в разработке которой играли ученые в университете, а не одиночки-изобретатели или военное подразделение. Эта машина прожила очень долгую жизнь. До 70-х годов она хранилась в качестве резервной, использовалась в Министерстве иностранных дел. В 1992 году она была рассекречена, а еще через 2 года стала доступна для покупки коллекционерами. В конце концов, один из экземпляров попал к нам в коллекцию Музея криптографии, и вы можете познакомиться с этой машиной в нашей основной экспозиции. С вами был блог «Механическое сердце», и я, Егор Ефремов, исследователь Музея криптографии. Приходите к нам в музей и увидимся на следующей неделе.